Коллеги, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Копирайтинг – это один из самых быстрых и реальных способов заработка денег в интернете без вложений. Даже не имея большого опыта, несложно находить заказы по написанию комментариев или простеньких новостей. Если же пройти курсы по созданию продающих статей, а также SEO-текстов, то копирайтинг превратится в источник солидного дохода. Главное знать, где искать заказы, и новичкам и опытным копирайтерам стоит познакомиться с доступными способами эффективного поиска работы. Первый способ и самый распространенный – это биржа фриланса. Но важно понимать, биржа биржи рознь. Если что-то не получилось на одной площадке, стоит попробовать перейти на другие перед тем, как опускать руки. Администрация биржи по-разному строит бизнес-модель, и поэтому где-то больше рада новичкам, а где-то профессионалам. И вам нужно искать свой вариант. Какие биржи бесплатные и самые лучшие, я вам рассказывала в предыдущем видео. Ссылка в описании под этим видео. Если интересно, посмотрите. Второй способ – социальные сети. В социальных сетях существуют профессиональные комьюнити, где нередко публикуют вакансии для копирайтеров. Станьте участником таких групп, отслеживайте подходящие публикации и откликайтесь. Сообщество Facebook, где можно встретить вакансию копирайтера. Ты ж копирайтер, пиши, редактируй, думай, давай пиши, нужен копирайтер, ну и так далее. Группа ВКонтакте, в которых можно искать заказчиков. Подслушано, копирайтинг, раздел предложений от заказчиков, дистанция, фриланс, удаленная работа, фриланс, этичный бизнес и фриланс, удаленная работа, ну и так далее. В таких сообществах состоят не только исполнители, но и заказчики. Здесь часто обсуждают различные профессиональные вопросы. Участвуйте в обсуждениях, пишите полезные комментарии. Посредством демонстрации своих знаний вы можете обратить на себя внимание потенциальных клиентов. Также искать заказчиков в социальных сетях можно через поиск. Введите в поисковой строке платформа «Нужный запрос», например, «Нужен копирайтер», и просматривайте результаты выдачи. Дополнительно можно размещать посты с предложением своих услуг в обществах, которые позволяют саморекламу. И еще важно, при поиске клиентов в соцсетях обязательно оформите профиль. Далеко не каждый заказчик доверит работу человеку с аккаунтом, похожим на фейк. Разместите реальные фото, укажите информацию о себе, опубликуйте несколько записей, чтобы аккаунт не был пустым. Кстати, пост о поиске работы можно разместить на стене в своем профиле. Третий способ – инфобизнесмены. Замечательно, если вы умеете писать продающие тексты. А если не умеете, также посмотрите мой бесплатный онлайн-обучающий курс для копирайтеров. Ссылка в описании. В инфобизнес сейчас приходят десятки тысяч человек, и всем им нужны продающие тексты для их продуктов. Все, что вам нужно сделать, это найти инфобизнесмена, который заинтересован в ваших услугах, например, infoforum.ru. Четвертый способ – выходим на заказчиков напрямую. Это называется активный поиск. На самом деле потенциальный заказчик может даже и не задумываться о том, что ему нужны ваши услуги, и ему нужно мягко предложить. Искать таких клиентов логично там, где они находятся. Это социальные сети. Да снова о них. Ищите заказчиков в профильных сообществах. Например, если набрать в поиске предприниматель, веб-мастер, SEO-специалист и так далее, появится большой список групп, где они общаются, дают и просят совета. Там можно разместить свое объявление. А если отсортировать выдачу по людям, то найдутся страницы предпринимателей, которым можно отправить свое предложение в личку. Только сначала изучите сферу деятельности человека и убедитесь, что у него есть реальная потребность в текстах. С сайта компании в поиске, даже если им не требуется копирайтер, оцените тексты на страницах. Возможно, они далеки от идеала, и можно предложить свои услуги по их улучшению. С сайта интернет-агентств. Вот здесь и публикуются рейтинги различных веб-студий, SEO-компаний, ну и так далее. Выбирайте из списка, ходите на сайт компании и изучаете раздел вакансий. Если активных вакансий нет, все равно можно выслать резюме с перечислением того, чем вы можете быть полезны подрядчику. Агрегаторы вакансий. Ищите вакансии в лентах сайтов агрегаторов ХХРУ, Яндекс.Работа, Зарплата, Работа.ру, Город.Работа.ру, Hotwork.ру, ну и так далее. Там же можно разместить свое резюме. Пятый способ – сам себе заказчик. Самый простой и одновременно самый сложный источник. С одной стороны, копирайтер никогда без куска хлеба не останется, как минимум по 3 причинам. Он может продавать свои услуги с помощью своих текстов. Второе, он может продавать чужие товары и услуги с помощью своих текстов. И третье, он может запустить свой контент-проект. Первые два способа позволяют получить деньги быстро. Главное в этом деле понять, что сам по себе текст продаваться не будет. Помимо текста нужна аудитория, привлечение которой отдельный вопрос. В
В первом случае вы продаете себя как специалиста. Тут все просто и понятно. Создали текст, привели аудиторию и ждем заказов. Во втором случае система сложнее, но интереснее. Ее можно разбить на 4 простых шага. Первый шаг: выбираете нишу, в которой хорошо разбираетесь. Шаг номер 2: создаете продающий текст или продающую страницу. Шаг номер 3: принимаете заявки. Это теплых потенциальных клиентов. Шаг номер 4: продаете заявки тем, кто ведет бизнес в выбранной вами нише. Этот прием называется продажа лидов. Как вариант, можно просто сдавать страницу в аренду. Если она генерирует целевые заявки, то любой реальный бизнес у вас ее с удовольствием арендует. Третий способ потребует времени и сил. Самому себе генерировать заказы хорошо, однако у большинства начинающих копирайтеров с этим возникает сложность. У них еще не сформировано маркетинговое мышление, и работать в таком формате непривычно. Опять же, здесь нужны базовые навыки продаж. Впрочем, даже если их пока у вас нет, не беда. Шестой способ: пишем в журналах, повышаем известность. Как правило, на профильных выставках присутствуют и тематические издания. В живом разговоре проще найти общий язык с редактором, заинтересовать его в сотрудничестве. Конечно, можно отправить статью по электронке и ждать ответа, но предварительная договоренность снимет лишние вопросы и даст прямые контакты. Не питайте иллюзию, гонорар за первые публикации вряд ли превысит $100. Пока у вас нет имени, никто не станет платить по верхней планке. Поэтому придется стиснуть зубы и карабкаться наверх, добывая известность в узких кругах. Статьи без иллюстрации мало кому интересны, поэтому сразу иллюстрируйте свое творение уникальными фотографиями. Рассматривайте сотрудничество с журналами не как сиюминутный источник дохода, а как инвестиции в будущее. Известность при грамотном подходе вполне успешно монетизируется. Седьмой способ бизнесмена без активности в онлайн-среде. Ищите бизнесменов без сайтов. Достаточно выйти из дома и найти любую местную организацию, например, пекарню, магазин стройтоваров, салон красоты, ну и так далее. Ищите их сайты или профиль в социальных сетях. Если его нет, самое время исправить ситуацию. Заведите диалог с владельцем бизнеса или его помощниками. Предложите создать и в дальнейшем вести профиль в социальных медиа, группу или даже полноценный сайт. Компаниям без сайта не доверяют. Можно создать целую команду из таргетолога, вебмастера, копирайтера и предлагать услуги под ключ. Да, это немного сложнее, чем рерайтить статьи на биржах, зато это шанс начать свое дело и получить действительно большую прибыль. Как видите, способов найти заказчиков копирайтеру существует достаточно много. Не ждите, что клиент придет к вам сам и предложит выгодное сотрудничество. Используйте разные методы, тестируйте наиболее приоритетные для вас, хороших вам заказчиков и успехов в работе. А у меня на этом все. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Пока-пока.